Очередной прорыв или провал? Члены правительства не разделили оптимизма главы Кремля. Скрывать несогласие с Путиным министрам все труднее. Резкое заявление нового главкома ВСУ. Новые операции внутри России уже в ближайшее время. Мобилизация начинается с тех, кто этого не ожидал. В армию отправляют депутатов Государственной Думы. Катастрофа в Киеве, требование немедленно принять меры, получится ли избежать коллапса в столице. Большие проблемы на фронте, участники СВО, военкоры и волонтеры опровергли слова российского диктатора. Об этих и других событиях к утру 23 июля. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Практически каждую ночь в России горят очередные нефтебазы, НПЗ и логистические центры. Акции крупнейших компаний летят в тартарары. Но главного эксперта по российскому хозяйству такими аргументами не прошибить. Совещание с министрами он начал резво. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. Старый чекист, которого в свое время не взяли в шпионы, при этом выдавал свои настоящие мысли жестами и предательски чесал нос. Можно допустить, что это не ложь, а просто свербит место от недавнего укола. Но давайте взглянем на лица путинских министров. Сколько в них веры и оптимизма? Как считаете, вот это молчание можно считать знаком согласия? Новый главком ВСУ припас для Кремля сюрприз. Михаил Драпата сделал первое заявление в новом качестве. Впереди сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять. В то же время новый главком ВСУ немного приоткрыл карты и рассказал, какие задачи поставил перед ним президент. Продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать армию и технологии в ней, наращивать возможности вооруженных сил. Слава Украине! Одновременно Драпата не стал скрывать, что очень рад назначению генерал-майора Игоря Скибюка главой Генштаба. Первая встреча за 10 месяцев. Глава российского МИДа заявил, что встретится с американским коллегой не в Москве и не в Вашингтоне. Сергей Лавров и Марко Рубио пересекутся в Маниле, где проходит форум глав МИД АСЕАН. Полезная будет встреча, в любом случае лучше напрямую задать вопросы и получить ответ. Рубио уже подтвердил слова Лаврова, хотя особого энтузиазма в комментарии госсекретаря США не видно. Мы две крупнейшие ядерные державы на планете. Для нас не разговаривать было бы безрассудно и безответственно. У нас должны быть отношения с российским правительством, даже несмотря на существующие разногласия. Наблюдатели уже предполагают, что в столицу Филиппин представитель Москвы привезет еще более жесткую позицию. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин не намерен говорить о мире, пока не захватит Донбасс. Да и сам Лавров завел старую шарманку про дух Анкориджа. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой у сердца цитаты, которые прозвучали из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Во время последнего разговора с Рубио прошлой осенью Лавров по утечкам СМИ сильно перегнул палку, и именно его обвиняли в срыве встречи Трампа и Путина в Будапеште. После этого главный кремлевский дипломат ушел в тень, а в прессе даже говорили о его скорой отставке. Похоже, в Маниле Лавров готов повторить. Топливный кризис, который вызвали удары ВСУ по российской нефтянке, бьет и по российским войскам.
Верстка опросила десяток действующих участников так называемой СВО. Только 3 из 10 собеседников издания не жаловались на проблемы с горючим. 2/3 признали наличие трудностей, правда, они это описывают более эмоционально. Да, с бензином жопа полнейшая. Выделяется всем мало, бензина катастрофически не хватает. О проблемах с горючим пишут и военкоры, и Z-волонтеры, но в Кремле знают лучше. Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. С похожим посланием одновременно выступил и старый прихвостень Путина, спикер Думы Вячеслав Володин. Буквально завтра, послезавтра ситуация радикально начнет меняться. Вполне возможно, но вот в какую сторону, как думаете? Не все испытали эйфорию от смены главкома в Украине. Есть и критические голоса. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что украинское общество отвлекают спорами вокруг смены руководства Минобороны, тогда как ключевые вопросы обороны и подготовки к зиме остаются без должного внимания. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Апостроф». Що стосується підготовки до зими, Что касается подготовки к зиме, то еще время есть. Каждый гражданин должен задать себе вопрос, что будет, когда зимой не будет света и тепла? Что будет делать наша власть? Что будет с нашими школами, с нашими больницами, с нашими магазинами, с аптеками? Задал генерал и более прозаичный, но не менее драматичный вопрос. що буде з нашою каналізацією? Что будет с нашей канализацией? Если не будет света, то не будет воды. А если не будет воды, то все замерзнет, и мы захлебнемся в течение 4-5 дней. Я имею в виду Киев, в собственном говне. По его словам, несмотря на проблемы с российской логистикой, Москва продолжает готовиться к осенней мобилизации и может расширить боевые действия, в том числе на Черниговском направлении. Правда, пока режим Путина решил ударить по своим оппонентам. Уходящий состав Думы под занавес еще более усложнил жизнь тем согражданам, которые не согласились с войной. Депутаты приняли закон, который резко ужесточает ограничения для уехавших россиян. Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, это не оппозиция, это предатели, это преступники. Под него попадут осужденные по уголовным статьям, а также по ряду административных, включая дискредитацию армии, нарушение закона об иноагентах, участие в деятельности нежелательных организаций и призывы к санкциям против России. Для них могут заблокировать банковские услуги, операции с недвижимостью, доступ к госуслугам, а также заморозить деньги и имущество. Предатели, они и есть предатели. Покажите, пожалуйста, результат голосования. Вот, смотрите, за 409, против нет. Кроме того, российские консульства перестанут оформлять таким гражданам загранпаспорта и даже принимать заявления о выходе из гражданства. Правозащитники из проекта «Первый отдел» считают, что такие меры фактически превращают человека в отмененного гражданина. Документ прошел сразу 2-е и 3-е чтение. Но спикер Володин припас сюрприз и для самих депутатов. Председатель Госдумы попросил Минобороны организовать отправку коллег на военные сборы. Политик, если он избрался и принимает решение от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Не все же проходили и службу в вооруженных силах, и имеют военную учетную специальность. Поэтому это необходимо. Вот о себе Володин подзабыл, но ведь он в армии не служил, как, впрочем, и Шойгу, и Мишустин, и Медведев, да и сам главнокомандующий так называемый долг родине не отдавал. Конфликт вокруг рабочих из Центральной Азии в Беларуси вышел на новый уровень. Полетели головы, но первой жертвой стал посол Узбекистана в Минске. Рахматулла Назаров отправлен в отставку за бездействие в вопросах инвестиций и экспорта, сообщили в пресс-службе президента Мирзиёева. Заодно де-факто из-за Лукашенко своих постов могут лишиться и другие руководители дипмиссий Узбекистана. Их деятельность тщательно проверит руководитель администрации президента страны
Саида Мирзиёева. Да-да, это не однофамилица, а старшая дочь руководителя страны. Папа поручил ей подготовить предложение по замене неэффективных послов молодыми, современно мыслящими кадрами. После недавнего визита Шавката Мирзиёева в Минск в Беларусь прибыли 2500 узбекских гастарбайтеров. Вместо обещанных $1000 им заявили, что платить будут в 2 раза меньше, а жилье и питание нужно оплачивать дополнительно самим. Гости возмутились предложенными условиями, а скандал быстро попал в СМИ. Крайними оказались узбекские дипломаты, а Лукашенко опять ни при чем. А сейчас история кота без сапог, но с колесами. Этот пушистик гулял не по цепи кругом, а осуществлял чартерные рейсы между Нижегородской колонией номер 17 и Волей. Четвероногий дилер был схвачен с поличным, когда пытался пронести в места заключения очередную партию товара. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, на незваном госте были закреплены 2 самодельных тканевых ошейника, внутри которых находились запрещенные вещества. Во ФСИН сообщили, что после изъятия посылки наркота или наркокота отпустили. Кто именно использовал животное для доставки доз заключенным, они, конечно, ни сном, ни духом, но обещают все выяснить. Пока в соцсетях закипают новые страсти по новому фильму Нолана про Одиссея, в Беларуси раскопали свою Трою. Под Вилейкой археологи нашли следы древнего сражения и сожженного укрепления. Дело было, конечно, чуть позже, не в 13 веке до нашей эры, а уже в 4-5 после Рождества Христова. Но и в этой части прошлого славян большинство страниц все еще остаются белыми. Как сообщили в Белорусском государственном университете, при раскопках у деревни Речки обнаружили остатки укреплений, уничтоженных крупным пожаром, а также наконечники стрел. По мнению ученых, это свидетельствует о вооруженном нападении на древнее городище. По предварительной оценке, события относятся к эпохе великого переселения народов. Кроме укреплений, археологи нашли орудия труда, предметы одежды, изделия из кости и керамику. Но кто защищал эту Трою на Вилии, а кто ее брал штурмом, ответов у археологов пока нет. Спасибо, что досмотрели до конца. До вечера.